Друзья, приветствую вас! Это обзор выходного дня. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что происходит по позициям SOT FTSE, какие произошли изменения и к чему это приведет на предстоящей неделе. Давайте начнем с календарика, что тут происходило. Число активных буровых установок, по информации Baker Hughes, оно немножко растет. Как я уже ранее вам говорил, с моей точки зрения, этот рост избыточен. Но тем не менее, раз он происходит, значит американские нефтяники и особенно сланцевики делают ставку на то, что цены на нефть будут расти. Так, друзья, давайте перейдем далее непосредственно к SOT FTSE. Инвестинг иногда лукавит по некоторым вопросам, поэтому мы сразу перейдем к более надежному источнику информации. Давайте начнем с американских индексов. Я в прошлый раз их забыл, упустил, было много вопросов на этот счет. Начнем с NASDAQ. По NASDAQ, соответственно, происходит перевес шортов, лонгов открыто меньше. Я ориентируюсь на нон-коммерцы. Нон-коммерцы — это, собственно говоря, то, что называется американские спекулянты. Эти данные публикуются в пятницу вечером по результату вторника вечером. Но, тем не менее, очень часто вот это изменение, которое происходит по позициям, несмотря на то, что оно идет с лагом в 3 дня, оно в начале следующей недели или в течение всей следующей недели оказывает влияние на котировки движения актива. Так, друзья, итак, что мы имеем по NASDAQ? По NASDAQ у нас шорты преобладают у спекулянтов. Ну и здесь все приблизительно на одном и том же уровне по сравнению с предыдущей неделей. Ну и, собственно говоря, если брать недельный график, то мы здесь видим, что пытается он как-то закрепиться на достигнутом откате и консолидироваться вот в этом диапазоне, в который он пришел от текущего значения и до максимума. Таким образом, по следующей неделе ожидание будет, что он будет находиться в консолидации. Но, обращаюсь, здесь есть какой существенный момент, точнее их даже два. Первый момент заключается в том, что на следующей неделе фактически конец месяца. Обычно в конце месяца обкэшиваются, то есть получают прибыль, ее в какой-то степени фиксируют. И поэтому все-таки ближе к пятнице, я думаю, вполне возможно более серьезное движение, просадка, хотя в течение недели пока оснований на то, что он будет откатываться и падать, нету. И есть другой момент. Через неделю у нас лето, июнь. Лето, пора отпусков, когда все замирает. Редкая птица долетит до середины реки. Вот, и поэтому здесь, я думаю, не будет существенной просадки, и весьма вероятно, что всю неделю будем в боковике, и потом в пятницу немножко он пойдет вниз. Опять же, это мои личные измышления, мои личные домыслы. Каждый принимает решение самостоятельно. Так, друзья, далее S&P, ключевой, с моей точки зрения, индикатор и по Америке, и вообще и по мировой экономике. Потому что NASDAQ это все-таки перевес в хай-тек или хай-так, как его называют, а Dow Jones Industrial, это уже уходящее. Вот. И поэтому, собственно говоря, S&P, он, с моей точки зрения, наиболее показателен. Кто-то все время ориентируется на NASDAQ. Я думаю, все-таки S&P это более надежный индикатор. NASDAQ это удел роботов, которые им торгуют. Итак, друзья, здесь у нас преобладание лонговых позиций. Спекулянты верят в то, что S&P будет расти, в отличие от NASDAQ. Если мы посмотрим диспозицию, изменение позиции американских спекулянтов, действительно, здесь идет ощутимый положительный тренд, то есть американские спекулянты делают ставку на то, что S&P на предстоящей неделе все-таки пойдет повыше. Опять же, я думаю, здесь ситуация, она все-таки, наверное, будет закономерна, как и у NASDAQ. То есть мы увидим позитивное движение в начале недели, в конце недели фиксацию прибыли, и на следующей неделе с наступлением лета все впадет в спячку. Американцы сядут на свои огромные машины, зальют туда подешевевший бензин и поедут путешествовать по своей стране. Так, друзья, но если вот брать Dow Jones Industrial, здесь снижение идет, то есть получается спекулянты не верят в прошлое, не верят в будущее, верят в настоящее, верят в S&P. Так, друзья, далее то, что у нас касается биткоина. По биткоину здесь примечательно то, что спекулянты начали резать шорты. На прошедшей неделе произошло резкое сокращение коротких позиций по биткоину. И, соответственно, мы вышли из
того разворота, который был фактически где-то в декабре. И на текущий момент, то есть, видимо, скорее всего, я думаю, кто-то просто хеджировал биткоин, криптовалюту. И сейчас вот это движение, оно указывает на то, что, ну, по-видимому, кто-то будет переворачиваться. Вот. По крипте я как-то отдельно сделаю выпуск, я там подробно расскажу, покажу, что там и в чем, какие есть нюансы. Вот. Но в рамках данного видео, мне кажется, здесь из движения, которое идет по биткоину, по позициям у спекулянтов, тут достаточно мало выводов можно сделать в пользу движения цены на предстоящей неделе. Единственный какой момент, видно, что здесь какие-то радикальные изменения произошли. Так, друзья, далее индекс доллара. Так, 11 мая было 2400 лонгов. Так, ну и на прошедшей неделе 2684. Есть небольшой рост лонгов, то есть делают ставку на то, что ну, он будет немножко расти, но я думаю, здесь, скорее всего, будет движение в боковике. Сейчас, на текущий момент, предпосылок для какого-то резкого движения доллара в ту или иную другую сторону, пока эти предпосылки не возникли. Так, ну вот все время про швейцарский франк спрашивают. Давайте швейцарский франк посмотрим. По швейцарскому франку идет наращивание шортов спекулянтами. То есть спекулянты, они не делают ставку на то, что является символом стабильности швейцарский франк. Я полагаю, что его будут немножко ослаблять на предстоящей неделе. Я неоднократно свою позицию по швейцарскому франку высказывал, что это валюта, которая связана с высокими транзакционными издержками в плане переход в нее, выход из нее и хранение активов в ней. Поэтому, ну, я не совсем понимаю, когда люди, которые занимаются обычными спекуляциями, они проявляют интерес к швейцарскому франку. Ну, конечно, у всех свои нюансы, но мне кажется, это не то, на что стоит обращать внимание. Так, друзья, далее японская иена. Здесь ставка на то, что японская иена будет ослабляться к доллару. Ну и, в общем-то, если недельный график рассматривать, то все предпосылки еще для движения вниз, для ослабления японской иены, они есть. А обращаю внимание, это обратный график, то есть обычно рисуется 100 йен за доллар, здесь именно количество йен за 1 доллар. Так, ну и евро-доллар. По евро-доллару здесь спекулянты немножко наращивают шорты, но по сути идет вера в то, что евро к доллару будет, ну как минимум, двигаться в консолидации на достигнутых значениях и как максимум будет стремиться сходить на 1,23, где у него осталась цель. Это немножко раскоррелирует с ситуацией по индексу доллара, но немножко попозже, более детально на графиках мы это посмотрим. Так, друзья, ну вот канадский доллар, по нему все кипит, все пыхтит, все растет. Значительный прирост идет лонгов. Это связано с тем, что Канада сейчас, в ней происходят очень позитивные процессы, связанные с восстановлением экономики. Здесь в ход включается и нефть, которая подорожала, и тот факт, что Канада, по сути, она будет один из лидеров постковидного развития мира. Так, друзья, далее британский фунт, он же паунд. Здесь немножко подрезали лонги, соответственно, на предстоящей неделе, ну, наверное, все-таки это будет первая половина предстоящей недели, ожидают небольшое снижение по британскому фунту. Так, ну вот австралийский доллар, я правда не понимаю, зачем такими валютами интересоваться. Ну ладно, спросили и спросили, хорошо. Небольшой прирост лонгов. Ну, здесь тоже как бы Канада и Австралия, это по сути страны, которые очень удачно сочетают развитую экономику с ресурсной экономикой. И поэтому текущий рост цен на сырье, Австралия под боком у Китая, тут как бы все карты в руки австралийскому доллару. Так, друзья, далее сырая нефть, crude oil. Ну, соответственно, что здесь можно сказать? На текущий момент времени спекулянты постепенно начинают подрезать лонги. Неделя за неделей. Но текущее изменение позиций, которое произошло, но оно все идет где-то в пределах 500 тысяч. 496 лонги срезали на 476. Ничего страшного нету, но что мы видим? На предстоящей неделе по нефти будет либо боковик с тестированием нижних границ. Но, опять же, пока по нефти никто позитивные ожидания не отменил. Несмотря на то, что по Ирану
уже как бы достигнуты договоренности касательно ядерной сделки, тем не менее все равно по нефти мы видим позитив, либо как минимум попытку остаться на достигнутых значениях. Так, друзья, далее золото. Ну, по золоту здесь американские спекулянты делают ставку на то, что золото с криптой вошло в противофазу и сейчас будут надувать золото. Так, далее серебро. По серебру небольшой откат. Но опять же, с моей точки зрения, если брать долгосрочную перспективу и даже среднесрочную, серебро, оно более интересно, нежели золото. Так, друзья, далее нефть, Купер. Ну, здесь, соответственно, происходит постепенный выход. И на текущий момент, вот я думаю, предстоящая неделя, она будет интересна тем, что нефть, прошу прощения, медь, конечно же, медь, ну, для новой экономики это то же самое, что нефть для старой экономики, она может развернуться. То есть, если мы вот эту неделю, последнюю, майскую, и, собственно, весь месяц май закрываемся со снижением по меди, то весьма вероятно мы здесь получим разворот и достаточно ощутимый коррекционный откат. Ну, в общем-то, здесь просадка, она уже давно назрела. Как только будут предприняты какие-то очень активные меры со стороны Китая или Соединенных Штатов для борьбы с сырьевой инфляцией, ну или инфляцией издержек, как это называется, то, я думаю, медь, она один из первых товаров, который может очень серьезно скорректироваться. Пока как бы на текущий момент, на предстоящую неделю, здесь, скорее всего, боковик в ожидании лета, как и по большинству активов. Но, тем не менее, я думаю, что в ближайшее время, уже как бы в июне, в июле, будут активные попытки продавить цены на медь вниз существенно. Так, далее палладий. Ну, что мы видим? По палладию здесь произошел очередной хай ранее, и сейчас американские спекулянты постепенно по нему подрезают лонги. И на текущий момент времени здесь либо консолидация на предстоящей неделе, либо дальнейшее снижение, потому как надо ему немножко все-таки хотя бы на 2500 для приличия сходить. Так, друзья, далее платина, но здесь ситуация, она во многом схожа с палладием, в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе, я думаю, все-таки они будут выравниваться, то есть платина будет расти, палладий будет либо падать, либо расти медленнее. Так, друзья, ну и то, что касается рубля. Здесь идет небольшое снижение лонгов, но с моей точки зрения это абсолютно не показатель, потому что для того, чтобы делать какие-то выводы, какие ставки на курс рубля и вообще что будет, какие ожидания в части его изменения, должно быть либо пересечение нулевой линии, либо значительный рост или значительное снижение. Пока здесь не читается никаких существенных изменений. Ну, здесь предстоящая неделя идут платежи в бюджет, налоговые платежи, и поэтому, если никакого трэша, никакого ада не разразится, то мы увидим либо текущие значения в паре доллар-рубль, либо дальнейшее укрепление рубля. Но опять же, обращаю внимание, я не делаю ставку на дальнейшее укрепление рубля, потому что стратегически, если рассматривать ситуацию, нет оснований. Для того, чтобы валюта крепла, должна расти экономика. Это ключевой ресурс, который заложен в силе любой валюты, и тем более, если она начинает использоваться как резервная. Ну а рост экономики — это всегда производство прибавочной стоимости. Если для этого есть условия благоприятствования и процветания, то это происходит. Если таких условий нету, то весь рост, все укрепление, оно носит временный характер. Так, друзья, давайте пробежимся по позиции Фордс. Так, начнем с РТС. По РТС ставка на то, что РТС будет расти в понедельник, по крайней мере в первой половине дня. Сбербанк. Здесь ставка на боковик. Но по Сбербанку в целом достаточно позитивная ситуация, я считаю. ВТБ. Но смотрите, здесь по ВТБ, конечно, вообще просто страсти-мордасти. 4,6 копеек туда-сюда. Но в текущих условиях юрики сделали ставку на отскок и на рост ВТБ. Так, Газпром. По Газпрому ждут снижения. Магнит. Ну, здесь, конечно, не сказать, что очень показательны эти изменения, но в целом здесь ставка на рост, на отскок Магнита и на движение его, ну, к ближайшей цели.
Мы о ней говорили ранее, ну, если необходимо, я потом отдельно по ней повторю. Лукойл, здесь ставка на просадку, на коррекционный откат. Так, ну вот Норильский никель, его, конечно, немножко продавили, но здесь достаточно позитивный настрой и ждут, что в понедельник он будет отскакивать и расти. Единственное, обращаю внимание, что, конечно, цены на палладий и на платину, они не дают шансов развернуться. Достигнуты хаи, и сейчас палладий пытается скорректироваться. Ну, на текущий момент палладий это один из ключевых компонентов, который главная скрепа этой компании. Так, друзья, рубль-доллар, USD Tomorrow, прошу прощения, сишка. Здесь ставка на боковик, и нету никаких оснований, исходя из вот этого изменения позиции, предполагать, что будет движение в ту или иную сторону. Боковик, и в понедельник тогда посмотрим, как там расклад с утра поменяется. Так, друзья, далее евро-рубль, а вот здесь ставка на то, что евро будет к рублю расти. Евро-доллар, здесь ставка на то, что евро будет к доллару проседать. Так, друзья, ну вот сделаны ставки со стороны юридических лиц на то, что нефть в понедельник будет расти. И, судя по всему, волшебный физик все-таки закрался в лонги по нефти, судя по тем позициям, которые здесь имеют место быть. Так, по серебру что-то идет разочарование. Здесь лонги подрезали и, соответственно, ждут, что серебро пойдет на 27-25, возможно, ниже. Так, золото. Но здесь заряд положительной энергии и ожидание роста золота в понедельник на 1886, возможно, даже и выше. Так, друзья, ну все, основные моменты, то, что касается изменений позиций, мы рассмотрели. Желаю вам отличных, чудесных выходных, набраться сил, энергии, позитива. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Удачи вам и всего самого лучшего.